вас получится. Просто вам сейчас нужны средства для того, чтобы стать мамой, а я могу вам дать дом. Женщине вашего возраста будет очень тяжело найти себе достойного покровителя. Еще одно слово, я забью бокал, твою голову. Так. Стой! Не уйдешь! Не уй... Ой. А, Ведь устроить славное кулинарное шоу, если захотят. догоню Проехали. и убью. Стой, кроличек. Еще чуть-чуть сдвинуться без мертвой Да, отношений России и Украины. блин, какой-то быстрый. И начнет ли президент Зеленский выполнять Минские соглашения? Не возвышался над бедой уставших путников и не ржал над ними, как лошадь. Время подводить информационные итоги дня на канале РЕН-ТВ. Добрый вечер, я Петр Марченко. Все, что случилось сегодня, о чем, возможно, будут говорить завтра, прямо сейчас. Нужно не платить штрафы за какие нарушения должны вернуть всем российским автомобилистам. И когда? Старость не радость. Популярное российское приложение FaceApp, которое ставит фотографии пользователей, так напугало американских сенаторов. Больше, чем просто рок. Что может объединить космонавтику, поэзию и главную музыку в последнем столетии? Сегодня стало известно, что Европарламент уже осенью может начать обсуждение вопроса о необходимости снятия санкций в отношении России. По данным известий, это произойдет сразу после того, как завершатся кадровые перестановки в Европейском Союзе. Ротация руководящего состава, напомню, уже идет. Как пишет издание, инициатором станет Комитет по международным делам Европарламента, который считает необходимым произвести оценку потерь от взаимных ограничений, а после этого их отменить. Ну, совершенно понятно, процесс этот точно не будет быстрым. Противоречий слишком много, уже давно ясно. Внутренний кризис на Украине, с которого, собственно, началось санкционное противостояние, был скорее предлогом. Тем более, что так или иначе в решении конфликта на Донбассе, похоже, намечается первый просвет. И теперь только от новых властей в Киеве зависит, превратится ли он в новую кровавую грозу или небо для жителей этого региона станет все-таки по-настоящему мирным. Урегулирование конфликта в Страсбурге. Впервые он представил Европарламенту план так называемой партии. Очередное заседание в Минске, которое, по оценке наших представителей в контактной группе, было наиболее результативным за все время существования этой структуры. Владимир Зеленский еще в ходе избирательной кампании заявил, что ради прекращения войны готов вести переговоры с российским президентом. Накануне состоялся его первый пока телефонный разговор с Владимиром Путиным. Обсуждали обмен заключенными и план мирного урегулирования в Донбассе. Мне здається, що це нормальний крок. Мне сдается, что это нормальный шаг для возвращения к диалогу и реальный мощный шаг для того, чтобы прекратить войну. Однако многие эксперты считают, что пока Зеленскому трудно противостоять партии войны, силовикам, военным и националистам. Самая большая проблема для Зеленского
для любой украинской власти, безусловно, это наши радикалы, националисты, а по сути нацисты. Постоять более того, надо сказать, что эти националисты пестовались, и воспитывались и взращивались, прежде всего, коллективным Западом, как некие русофобы, как некая цепная бешеная собака. И наши западные партнеры, наверное, забыли, что бешеная собака рано или поздно будет кусать руку того, кто ее вырастил и выкормил. Кроме того, мирные инициативы Зеленского, по мнению политологов, могут быть просто заигрыванием с избирателями накануне парламентских выборов. Ведь именно обещание прекратить войну было главным пунктом в программе Зеленского и принесло ему оглушительную победу. Валентин Трушнин, Александр Якименко. Известия специально для РЕН-ТВ. Замечу, что активизировать работу в западном формате не только президент Тарара-тарара. готовится к этим торжествам. Блин, что за дурачок?